Вот такие трубочки с белково-зерновым кремом я сегодня сделал. Посмотрите, какая прелесть, как аппетитно все это выглядит. А если вы желаете узнать, как я все это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все сегодня подробно покажу и расскажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Так что получилось, последние 2 месяца я делал очень много одно и то же пирожное, трубочки. Все помним трубочки из далекого детства. И делайте трубочки с творожным кремом вместо оригинального заварного крема. Это трубочки у меня пользовались большим успехом. Я делал на католическое Рождество, потом на Новый год, потом на русское Рождество. И трубочки у меня уходили на считанные минуты. И так получилось, что мне захотелось опять сделать эти трубочки, но захотелось сделать трубочки с оригинальным заварным белковым кремом. Никогда я этот крем не делал, я только сегодня утром с интернета нашел этот метод как приготовления этого крема, и я надеюсь, что у меня получится. И я надеюсь, что, посмотрев это видео, вам дам идею тоже сделать то же самое, почему бы и нет. Я знаю, что в кулинариях можно купить такие пирожные. К сожалению, там, где я живу, здесь в Англии, такого здесь не делают. Чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Итак, плоть у меня здесь готовая. Я буду пользоваться уже готовым тестом, чтобы не заморачиваться, потому что я никогда это тесто сам не делал слоеное. Почему я буду делать, если можно это купить? И это улегчает работу. Так что у меня есть 2 упаковки, и 2 упаковки я буду пользоваться. И также у меня есть конусы уже приготовлены. В первую очередь я поставил духовку, нагревается на 200 градусов, и выпекаться будет примерно 20 минут. Смотрите по своей духовке. Так, крем я еще не делал. Крем я сделал так, как когда все это испеку. Потому что, когда все это испеку, то я вам покажу крем, как я буду делать. Итак, берем тесто. Легче всего это сделать вначале пополам, и потом каждую половинку еще пополам делать. Так, и теперь каждую полоску я накладываю на этот конус. Так, чтобы это переплеталось, чтобы тесто выходило сверху. Вот так. И здесь, где это будет донышко, на дно так поставим. И все складываем на эту плоть. Я помню в далеком детстве, часто, когда мы ездили на поезде куда-то отдыхать, всегда на вокзале можно было купить эти пирожные. Или когда мы опять возвращались, всегда мы забегали на вокзал и покупали. Так что получилось, что сегодня мне захотелось опять их сделать, но захотелось мне сделать оригинальным кремом. Так что буду учиться делать крем тоже сегодня и вам же показывать. И может быть, я вам дам идею делать тот же самый крем, если вы раньше такого не делали. Итак, эти все я сейчас складываю сюда. Так. Здесь у меня болтушка сделана. Болтушка — это желток, немножко молока. И немножко мы так покрасим сверху. Так что в итоге у нас должно получиться 16 пирожных трубочек. Так. И теперь я возьму немножко сахара коричневый и немножко сверху, только посыплю немножечко. Много не надо, это будет для украшения. Духовка у меня уже нагрелась до 200 градусов. И теперь все это идет в духовку на 20 минут. Смотрите по своей духовке тоже. Так что с Богом. Вот и вторая партия у меня испеклась. Посмотрите.
Выпекал их 200 градусов 18 минут. Сейчас это оставляю, пускай это остывает, а мы займемся нашим кремом. Итак, для крема все, что мне надо, у меня здесь на столе. Я также пропорции напишу все под видео, но запомнить это очень легко, потому что у всех яйца куриные разного размера, так что берите пропорции так. Здесь 3 яйца у меня. От веса 3 яиц умножайте на 2. Например, у меня 75 грамм, я умножаю на 2, получается 150, значит 150 вам надо сахара. И количество воды надо, количество сахара разделить на 3, и тогда получите количество воды, сколько вам надо. Это такие пропорции для этого заварного крема, то, что я нашел на интернете. Итак, в первую очередь я засыпаю сахар в воду и ставлю на огонь и помешиваем, чтобы это у нас растворилось. И как у нас растворится, как это закипит, мы дадим покипеть 2 минуты, тогда добавим лимонную кислоту и тогда еще минуту. И тогда можно будет добавить к яйцам. Так что пускай это идет теперь на плитку растворяться. В то же время я приготовлю сюда щепотка соли. Я так на глаз добавлю. Высыпаю все белки куриные. Вот так. И пускай у нас будет сейчас на готове. Как у нас закипит там сахар, тогда мы начнем взбивать куриные белки. Здесь мы помешиваем, чтобы это хорошо у нас все закипело и растворилось. Нам не надо карамель сюда, а нам надо, чтобы только сахар растворился и хорошо прокипел. Количество воды у меня здесь небольшое, значит, закипеть оно должно очень быстро. Но запомните пропорции. 3 яйца, вес 3 яиц умножаете на 2, получаете количество сахара делите на 3 и получите количество воды, сколько вам надо. Щепотка соли и щепотка немножко ванилина, а также лимонной кислоты. Так, у меня здесь закипает. Как все закипит, я перенесу на маленькую конфорку и дадим покипеть 2 минуты. Так. Очень хорошо. Теперь засекаем время 2 минуты. Некоторые держат по-разному, но я пытаюсь сделать в запрещенном виде. Потому что некоторые сказали, что надо поставить градусник, 120 градусов, что такое. Но кто-то делал в упрощенном виде, показал, и мне это больше всего понравился рецепт. Так что, как закипело, 2 минуты кипит, добавляем сюда. И в это же время мы уже можем начинать взбивать яйца, куриные белки. Так, к куриным белкам я добавляю немного ванилина. А сюда кипящий сироп мы добавляем немного лимонной кислоты. Перемешаем. И дадим еще минуту покипеть. Мы продолжаем взбивать яйца. Так, снимаем с огня наш сироп. И потихонечку маленькой струйкой мы вливаем.
взбивать на примерно 7 минут. Так, крем у меня густеет. Смотрите, как... Я думаю, что крем уже готовый у меня на этом этапе. Так. Теперь я возьму мои последние трубочки, вытащу с форм и начнем заправлять кремом все это. Итак, я взял кулинарный пакет, рукав, и сюда перекладываю наш крем. И тогда начнем вот так, все это ставить в трубочки. Вот так. Очень хорошо. И теперь я беру трубочку, и сюда идет крем наш. Вот так. Следующая трубочка. Вот так наполним все наши трубочки теперь. Вот такой художественный у нас сейчас получилось. Посмотрите, как аппетитно все выглядит. Итак, сегодня с вами поделился еще одним рецептом приготовления трубочек. Простое пирожное, напоминает ностальгическое детство. Так как у меня осталось еще крем, так я еще положил крем в такие маленькие пиалочки. И можно подавать этот крем также как сладкое блюдо. Почему бы и нет. Как вы видите, делается очень легко, но результат обалденно вкусный. Пропорции... Заварной крем я сегодня делал впервые в моей жизни. Я никогда их не делал, но сегодня я изучал на YouTube и выбрал самый простенький рецепт. Простой рецепт. 3 яйца. Вес яиц умножаете на 2, получите количество сахара, сколько вам надо. И количество сахара делите на 3, получится количество воды, сколько вам надо. Это основные ингредиенты этого крема. И делается так, что сахар идет в воду, ставите на газ или на плитку, как закипит, 2 минуты прокипит, добавляете лимонной кислоты, еще минуту покипит, и тогда можно снимать и добавлять к яйцам. Как вода закипит первый раз, тогда начинаете взбивать яйца. Белки, то есть. Ну, я надеюсь, что сегодняшнее видео было вам интересно тоже. Может быть, я вам какую-то идею подкинул. А на этой аппетитной ноте хотел с вами прощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, мирного неба, приятного аппетита и